Да он живой. Вот так работает пчела. И мой друг, пчеловод Виктор, пригласил меня на свою пасеку. Кто-то к нему ходит в гости. Сегодня хорошо, хороший вот пчелы. Но ветер, видишь, мешает. Да ничего, она, когда взяток, ей ветер нипочем. То есть для пчелы Да, ветер не мешает, да? да. Ветер не помеха. Вот так она собирает пыльцу И нектар. и нектар. И несет все в улик, в соты. Завивает соты, созревает и получается мед. Как-то захотелось мне проверить, ходят гости ко мне на пасеку. В 11 ночи пришел на пасеку, посмотрел, вроде все нормально. Ну, ощущение какое-то не такое, вот, как будто кто-то на меня смотрит. Резко повернулся, вроде бы никого. Ну это я тебе так скажу. У Но меня это не человек был. Да, у меня такое чувство было уже один раз, еще в начале моей, так лет 13-14 назад. Это я ощутил на себе взгляд волка. Ну, То есть может навалится, накрывает как одеялом. Такая вот жуть, ну страх не страх, а вот какое-то непонятное чувство, от которой цепенеешь и не знаешь, что делать тебе, понимаешь? Понял, что тебе нужна помощь, поэтому я приехал, фотоловушки здесь поставил, понимаешь ты. Вот, ну сейчас посмотрим, что тут у тебя фотоловушки. Вот здесь вот ставил фотоловушку я. Ты что тут подкармливал, я смотрю, своих волчков? Да, мне что-то тут как с еды я нашел, вроде как с еды. И так то хлебушка, то Что это там отходы там давал. То кролика завяжу, шкурку принесу. Ну тут кто-то был, Ну ты да, же видишь. тут прям Ну мелкие следы есть, скорее всего это шакалы тут лазили. Давай дальше посмотрим. сам, да? Дело в том, что ты ж в поле стоишь. Тут Ну ты да. кроме твоих пчел никого. Вот, конечно, мог и волчок, и шакал прийти, Ну да. и зайцы могут прийти. Так не видел же, ничего, да? Не, ну когда домой едешь, там зайчик перебегает. Ну а чтоб шакала, волка, не видел. Ну ты ж видишь на фотоловушках. Одни шакалы и зайцы, волка не было. Значит, в эти дни он не приходил. Но то был наверняка он, и ты его почувствовал. Так что имей в виду. Сейчас сентябрь, кормек пойдет, август, Да, но сентябрь. тут в камышах Да, немножко есть это, цветочки. Цветочки, они все- много не надо. Разнотравие Для как раз развития, нормально да. и пойдет, да. А волки рядом. Приступаем к охоте на волка. Выезжая в то место, где добыл матерых. Спустя 2 недели приехал опять на это поле и обнаружил волчьи следы. Вот так вот. Свято место пусто не бывает. Новые волки зашли сюда и обживают эти угодья. Ну, решил посмотреть сейчас, что получится, понаблюдать. Так что вот такие дела. Природу не обманешь. Всегда пустота заполняется тем, кем надо. Шакалы завыли. Значит, здесь полно. А вот и первый певец нарисовался. Будем бить. Отлично. Так, что тут у нас посмотрим. Ну и хорошо. Шакал так шакал. Отлично.
Еще одного певца удалось добыть. Шакала. Ну и хорошо. Так. Это уже, наверное, мой зверь. А вот и третий. Подсократили мы хор имени Пятницкого. Испытанный способ. Володя, когда шкуры стриг с баранов, вот он мне таких подарков сделал. Я вот расстилаю как раз вот здесь. И оно получается хорошо. И вот этот запах приманивает как раз всех. Исключительно волков, которые ходят в километре отсюда. Здесь волчок прямо хорошо походил. Вот здесь моя шкура и сработает. Вот здесь моя шерсть с барана и сработает. Хорошо он тут повыешкивался. Иду устроиться в своей засидке. Предчувствие удачной охоты не покидает меня. Внимательно осматриваю. Местность вокруг шакальего воя не слышно. Видимо, хорошо я их погонял здесь. А вот и волчок. Лазит, ищет чего-то. Видать, запах шерсти, шкуры идет. Пытается найти ее. Есть, нашел. Вскакиваю со стульчика. Выскакиваю из лесополосы. И вот он, слава богу, лежит. Отлично. Потихоньку собираюсь. И можно идти смотреть свою добычу. Да, это молодая волчица. Очень хорошо. Ну что, уважаемые зрители, как я и говорил, свято место пусто не бывает. То место, где добыл матерых, пришли шакалы. Сначала одного, потом еще пару добыл. Ну, шакалы просто на переходах стрелял, ничего не бросал. А потом, смотрю, появились волчьи следы. Ну и как наш беспроигрышный вариант, я бросаю золотое руно, как говорится, которое Володя состриг с барана. Вот, она пахнет соответствующе бараном. Я бросил там под угол. Смотрю, уже что-то там она с ней ковыряется, видать. Запах барани, а барана-то нет, вот она и ковыряется. Ну, подобрал, выстрел как раз под лопаточку. По месту стреляно, отлично. То есть, ну, это волчица, молодая вполне. Значит, должен быть и волчок, потому что молодая красавица, волчичка. И ухажер должен быть. Поэтому охота продолжается. Охота в России на волка продолжается. Еще в сентябре в местах захода на Володину ферму волка и шакала мы установили засидку. Привезли и установили засидку. Теперь можно будет по любой погоде садиться и охранять эту ферму. Благо для заманухи Володя настриг достаточное количество бараньей шерсти. Здесь вот мы заранее придумали засидку с Володей. И поставили он там в леску. А вот он и стоял, крупный след. То есть мы правильно поставили засидку, определились с ней. Теперь будем дежурить. Это у них заход как раз на ферму. Вот отсюда идет. Вот отсюда их и ждать надо. Ой, здесь у нас никто не поворовал ничего.
Так, узелок на веревочке. Ну, не развязывать. А тут у нас два кресла. И вот это окно для стрельбы. Будем сейчас думать, как и что. Первый раз я в этой засидке. Сейчас веточки уберу кое-какие, чтобы не мешали. Можно веточку отрезать, где-то сунуть. О, можно и не резать, можно и так ломать. Акация хорошо ломается. Ну ладно, нож на место. Уже и не должны волки бояться. Как бы так. Вот эта веточка мешает. Вот так. Сейчас в этом месте я прямо с краю, вот на выходе с троп, с фермы, положу вот такую шкуру. Вот такая замануха будет у нас на этой ферме. Прекрасный закат. И я пришел вот на свою засидку сейчас садиться. Вот. И посмотрим, что здесь у нас ходит и что у нас здесь топчет. Хотя все вытоптано волчьими следами. Вот так закрываемся. Обязательно. Ну вот, открыл окно. Вот такой прекрасный вид с моей засидки. Все, умостился в своей засидке. Впереди должны волки ходить вот по этому краю камыша. А вот и первый посетитель. Шакал. И идет точно по тому маршруту, откуда его и ждали. Залез в камыш, обошел по камышу и против ветра подошел к бараньей шерсти. Начал обнюхивать шкуру, но я его и подловил. Есть. Можно идти смотреть. Так и лег рядом со шкурой. Хоть и погода плохая, но через недельку опять приехал. Не дают мне покоя волчьи следы. Должны заявиться все равно. Не дома же перед телевизором сидеть. Да, видимость сегодня, конечно, желает быть лучше. Дождь, ветер. Ну, попытаемся что-то здесь поймать, конечно. Сегодня дождь. Северо-западный холодный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Не знаю, ну, в принципе, погода волчья. Вот на эти места волки чаще фотоловушки показывали, чем проходили по дождю. А вот и гости. Шакалы. Но почему-то стесняются заходить на ферму. Думают. После полуночи ветер стих, дождь прекратился. Видимость отличная, сидеть не хочу. Но буду сидеть, может и зверь пойдет. Два шакала все-таки шатаются где-то. 5 утра. Просидел всю ночь. Никого. Только вот зайчик прошел. Буду собираться, наверное. Все-таки баранья шерсть это хорошо, но для волка нужна привада с мясом. Когда один раз попробовал, второй раз уже знал, что он сюда придет и будет кушать мясо, и будет сыт. То есть на будущее надо подумать об этом. Закрываю свою засидку на веревочку. Замок вешать нельзя, потому что собьют обязательно. Подумают, что там что-то ценное, а так развяжут, посмотрят. 2 стула и уйдут. У нас на Кубани только так, веревочки и все. При проведении охраны охотничьих угодий в одном месте нашел отличный волчий переход. Вся дорога вытоптана.
волчьими следами, причем различных размеров. Ходила, наверное, целая стая. А этот уже поменьше. Скорее всего, это или волчица ходила. Туда, следы туда и назад. Да, все вытоптано. Ух ты, подскользнулся даже. Да, следы и туда, и назад. Вот эта вся дорога вытоптана волчками. В этой посадке я организовал приваду. Там подвязал телочка. Пусть работает. Вычисляем график подхода зверя, садимся и добываем. Посмотрим, что фотоловушка здесь поймал. А вот один из обитателей этих угодий. Что-то потянул, оторвал и начал кувыркаться. Стоп, да это же волчица. Волки, как и все остальные звери, и собаки охотничьи тоже любят в этой падали кувыркаться, одеваться в этот запах. Телка не тронула, ушла. Вот здесь замаскировался в своей засидке. И вот по этой дороге должны ходить волки. Будем ждать. Сильно не стал топтаться, откуда они и как они. Мне достаточно, что я увидел следы. Из хищников пока пернатые. Одни совы летают. Ждем. Вот она идет. И вот я снова на этом месте. Волчица мне не давала покоя. Прошла мимо меня, я не смог выстрелить. И опять стараюсь вмоститься в своей засидке. Посмотрим, как будет сегодня. Закат. Что нам готовит, посмотрим. Так. Курточку в запас. Станет холодно, я ее пододену. Вот так. Палочка обязательно, потому что у меня карабин в руках и не удержишь, чтобы не промазать. Надо его ставить на палочку, на рогульку. Вот таким образом. Не прячемся. Вот так вот мы открываем свое. Да, волчица, которая мимо прошла, не дает мне покоя. От карабина еще рано доставать. Вот.
Появилась она, откуда я ее ждал. Ну, на приваду сразу не пошла. Постояла, подумала и пошла вправо вот сюда под поле. Вот. Ну, карабин у меня на рогульке, и я просто не мог ее вправо довести. Если засидка у меня чуть-чуть крутилась бы, я бы подвернул бы, и было бы нормально. А так я ее проводил ее сюда взглядом. То есть у меня засидка нацелена прямо на привода. Если бы она пришла на приводу, я бы стрелял. Но тут-то, когда она появилась вот здесь вот прямо из лесополосы, прямо вот 10-12 метров от меня стояла, позировала. Но дело в том, что я почему не стрелял? Карабин-то у меня прицелен на 100 метров. А так я уже стрелял и мазал. Поэтому я знаю, что пуля выравнивается свою траекторию после 70-80 метров. А на 10 метров она летит далеко вниз. Это надо было мне брать поверх холки или еще как. Но я не был уверен в выстреле, поэтому я не стрелял и не напугал ее. И поэтому в эту же ночь, я досидел до 6 утра, она так и не появилась, и вечером я вот уже опять здесь. Теперь я уже, конечно, чуть-чуть развернулся, вот. Теперь мне видно будет и край поля, так что буду палить и на поле, если будет что. Ну вот, умостился. Теперь и поле видно хорошо. Теперь буду и там достать. А то стеснялся. Зверь ходит рядом, а я не могу стрелять. Не доведу карабин до цели. Совы охотятся на мышей, а я охочусь на свою уже волчицу. Появился заяц. Да не один. Следом за ним второй прибежал. Говорят, что в начале охоты, если увидишь зайца, то удачи не видать. Ну, посмотрим. На то она и охота. Вот она. Почему-то уходит. Что-то ее напугало. Готово. Далеко ушла. Да. Волчичка. Хорошая. Отлично. Далеко на поле легла. С трудом дотащил ее до дороги. Но, как говорят, своя ноша не тянет. Вот такая волчица. Сегодня вот она пришла пораньше. Вот. Нюхнула на приводу или мои следы, или еще что-то. И рванула. Догнал уже далеко, за 160 метров. Ну и слава богу, карабин проверил. Можно стрелять, да, и дальше. Вот такая стриженная шерсть с барана является лучше любой привады. Волк за километр бежит сюда разобраться с этим бараном. Вот такой объект у меня работы. И моя шкура лежит там. Вернее, шкура с барана, шерсть с барана. И все нормально. Работаем дальше. Картинка та же самая, но я ожидаю зверя. И не просто зверя, а волка. Следов было много. А вот и он. Скорее всего, это ухажер той первой моей волчицы. Мимо. Отлично. Ну пойдем, посмотрим, что там. Да он живой.
Впервые такое, что волчок, подранок. Ну, вот такая моя добыча. Слава богу, все обошлось. Вот, можно идти домой. Да, правда, в крови ведь. Но главное, живой. Ну, слава богу, все обошлось. А мог бы быть этот волчок. Этот волчок мог оказаться победителем. Точно, это ухажер той волчицы, добытой мной в этих местах. Вот так, уважаемые охотники, пошел смотреть на волка. Еще подхожу, думаю, что-то он непонятно лежит. Да он, оказывается, живой. Не успел сообразить, как чего он кинулся на меня. Хорошо, я прихватил его за шею и удержал. И потом свалил его. Ну и помнишь, когда бабка язык там вытащила, не дала загрызть, когда что, я вот эту руку засунул ему до конца в пасть. Вот, чтобы чем больше засунуть, чтобы он пасть расшиперил до конца, чтобы не смог сдавить. То есть, чем дальше придавишь, тем меньше у него рычага, и жевательная мышца, массетеры, они не дадут свободного хода для сдавливания. Поэтому я спокойно удержал его. Ну, а потом, когда обезвредил его пасть, тогда уже было время, я с ножом добил. Никогда не ожидал, что зверь вот так себя поведет. Это впервые у меня в жизни. Ну и наука на будущее. Подходить к зверю с карабином. Естественно, нож всегда должен быть с собой. Я вот его с прошлого года уже ношу в сапоге, потому что случаи разные бывают. То засидку мастеришь, подрезал ветку, то еще что-то, но нож должен быть под рукой. Не где-то там, как вот на патронташе или на ремне там, а вот в сапоге под рукой всегда он должен быть. Самое главное, что выдержал, не сдрейфил, не расслабился. Вот это да. А вам, охотники уважаемые, вот советую всегда быть наготове, потому что зверь есть зверь. Вот, и ведет он себя по-разному. Может прикидываться мертвым, а может сразу напасть. У меня уже был один случай такой раньше. Я его просто застрелил, да и все. Кстати, охота в России на волка продолжается. Работаем дальше. Вот здесь видел волчьи следы. Прямо вот возле дерева по канальчикам ходит. Ну, думаю, здесь организовать небольшую приватку. Поставить фотоловушку. Пусть наблюдает. Телка я 2 дня назад подвязал. Так что посмотрим, что там. Телок нетронутый. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3. Днем собаки. А ночью появился волчок. Небольшой, не старше 3-летнего возраста, но вполне приличный для трофея. Нервничает, бегает вокруг телка, но не трогает. Но самое главное, что он его нашел на одном из своих переходов, и можно за ним понаблюдать, вычислить график посещения и успешно добыть его. Да, ходил и туда, и назад. Так что отлично. Все, рабочая обстановка. Фотоловушка показала, что ходят и собаки, и один хороший волчок. Вот этого волчка я попытаюсь и подстрелить. Ну и, конечно же, удачи мне в нашем нелегком деле. Приходил он в 19:20 и потом в 22:20. В общем, до полуночи придется по-любому сидеть. Ну, посмотрим. Пошли в свою засидку. Поджопник армейский. Курточка на всякий случай. Хотя сегодня и тепло, но
Пусть она лучше под руками полежит. И я вот здесь. Отличный вид. Около 100 метров как раз до привады. Ну и так вот. Вот так вот. Ну и как раз красота. Ну что, отличный вид. Откуда серый придет? Не знаю. Скорее всего, он оттуда, с дальнего прокоса. Оттуда может и появиться. Зайца сколько на поле? Это что такое? Два хищника. Что-то сожрали. Две лисы играются. Заяц нападает. Заяц стал столбиком. Прошло около часа. Одна из лис вернулась. Наверное, все-таки знает о приваде. Лису мы не стреляем. Мне волк нужен, не ты. А где же твоя подруга делась? Где-то шатается. Перешла через канал на мою сторону. Ну, слава богу, ушла. Не заставила меня грех на душу взять. Я вот снова приехал на это место. Посмотрю фотоловушку, волчок был или нет. Потому что прошлую ночь посидел. Одна лисичка пришла, покрутилась и ушла. А волчка так и не было. Сейчас посмотрим. Никого нет. И следов нет. Значит, волчок тот, что приходил, был проходной. Никакого постоянства и следов нет. Ну все, снимаем фотоловушку и едем. Зверь сытый, на приваду не идет. Скорее всего, морозов нет, тепло, поэтому никого и ничего. Ну, я думаю, что завтра еще дня похолодание, минус. Я думаю, что зверь появится, и тогда попытаюсь его выловить. А сейчас пока наблюдаем. Ну и все, пусть она наблюдает, а мы будем дальше. Конечно, в прошлый раз я получил истинное удовольствие, когда лисичка походила, попозировала, возле привады прошла. Ее у нас и так мало, поэтому, естественно, я не стрелял. Вот, будем ждать волка. Все равно ночь даром не прошла. Понаблюдать за зверем тоже приятно. И получаешь от этого истинное удовольствие. И вот я опять на этом месте, где волчицу стрелял. Приехал посмотреть следочки, приваду. Сейчас пройду, посмотрю, что там. И если что, сяду. Погода пасмурная. А по такой погоде волки любят ходить. Ну все, устроился в своей засеке. Сижу, жду. Лишь бы дождя не было, а то я отсюда не выйду. Так, это что? Заяц. Заяц на приваду прошел, но это не совсем хорошая примета. Мы сидим, ждем. Так, а это кто?
вальшнеп. Погода сырая, и вот он появился здесь. Вышел из лесополосы. Ну что, досидел до 2 ночи. Никого и ничего. И вот дождик накрапывает, поэтому я решил уехать, чтобы хоть выехать отсюда. Сейчас фотоловушку заберу и рвану. Почему? Потому что в прошлом году, прямо перед Новым годом, я фотоловушку не забрал, а уехал. И она осталась у меня до марта месяца, потому что дождями все залило. Ну и, в принципе, не зря она простояла. И сейчас вы посмотрите, что она там сняла. В то время у меня лежал там баран подвязанный, который остался как бы до весны. И вот сначала пришел какой-то волкосоп, нашел его, обозначил. Вот, серый, не серый, черный, не черный. Но потом привел своих друзей, так сказать, еще нормальных волков. И вот они этому барану дали дрозда, практически его съели. С ним в этой стае было 2 молодых волчицы, которые активно участвовали в поедании этого барана. Вот волкосоп с ними. Причем приходили днем и ничего не боялись. Вот это интересно. Я уже не говорю за ночь. Днем приходили. То есть мои опасения о том, что волка очень много, оправдались. Где-то через месяц пришло 2 волкосопа, как мы с Володей их называли, в черных чулках. Покрутились, пожевали и ушли, не стали есть. Ну а потом пришла стая из 4 волков. Они уже так спокойно ночью разобрали эти косточки и доели этого барана. Потом появился волкосоп, несолоно хлебавший, покрутился и ушел. Потом мы его видели на своей ферме, где добывали волков. Вот он там тоже пришел на приваду. Это уже было в конце февраля. Но охота была закрыта, и он остался жить. Вот я снова сегодня на своей засеке. Ребята уже положили там телок, и вроде бы как начали его есть. Шакалы или волки, не знаю. Ну, погода темная будет, дождливая. Фотоловушку поставил. Сейчас пойду сяду в свою засидку. Вон в ту. Волк должен прийти. Вот как раз вот оттуда. Вот именно вот с этого перекрестка, а вон балка прослеживается. Вот оттуда волчок и должен прийти. Сейчас посмотрим по фотоловушке, кто тут питался на приваде. Это шакал. Пришел с поля, подходит к приваде осторожно, но быстро освоился и начал жрать его. Раздербанил телка, наелся и потихонечку свалил восвояси. Развязываем свой узелок и заходим к себе. Ну тут вроде на месте все, слава богу. Ну все, прошел. Где моя дверца? Закрываемся. Вот так вот. Ну вот я и на своем месте. Теперь ожидаем. Кстати, вот тот волк, который отпечатался там далеко, на той засидке у меня, приходил на эту ферму в конце февраля, которую мы не могли подстрелить, потому что сезон закончился. Поэтому и была сделана здесь вот эта вот засидка, для того, чтобы этого волчка в носках, как мы говорили, именно здесь выследить и подстрелить. Ну, посмотрим, потому что прошло уже больше 7-8 месяцев, ну, все ноябрь и март месяц, конечно, уже, поэтому время прошло, может, его где-то он уже нашел свою судьбу, но мы постараемся здесь его выловить, этого волчка в носочках, как мы говорили. Посмотрим. 7 вечера. Пришел шакал. Наверняка это тот, который жрал приваду. Не хочу его стрелять. И так рано заканчивать охоту. Пусть бежит. Дождь так и идет. Досидел до полуночи. В самом начале шакал прошел. Я постеснялся стрелять. Думаю, начало охоты, что ж, должно конец. Ну,
уже и пожалел. Ну, больше никто не пришел. Вот так вот. Вот такая погода, дождливая. Так что посидел и потихоньку посунулся домой. Ничего, впереди еще сезон. Я думаю, своего шакала или волка я добуду сам. Охота в России продолжается. Будем жить. Всем добра.